Всем привет! Вот и приобрели мы свой первый автомобиль в Польше. Это Honda Jazz 2009 года выпуска. Когда-то давно, в самом начале, когда я только начинал снимать ролики, были у меня ролики, как заменить, вернее, как избавиться от подергиваний на Honda Jazz, которые были связаны с тем, что катушки пробивались. Этот автомобиль уже обновленный, это Honda Jazz 2, и здесь уже на двигателе 1.4 установлено не 8 свечей и 8 катушек, как на предыдущем, который был 2007 года, а только 4 свечи и 4 катушки. Но как раз поставили именно их так неудобно. С обратной стороны двигателя, который ближе к салону получается. Но сейчас все, откроем капот, и я вам все покажу. Свечи я решил заменить сам, потому что заезжать куда-то, это начнут все разбирать. А я думаю, что здесь не обязательно снимать дворники, как многие пишут, а можно подлезть так. Так и попробуем с вами это сделать. Про сам автомобиль я расскажу позже. Поделюсь своими впечатлениями, какие плюсы и минусы я вижу у него. А так, вот свечи вот здесь расположены. Здесь вот одна катушка, сейчас фонарик включу. Вот одна катушка видна. Вот одна катушка. Видно все остальные катушки. Вот здесь 4 штуки. Подлазить не очень удобно, но я думаю, если руки небольшие, как у меня, подлезть вполне реально. Там, скорее всего, будет нужна головка на 10, ну и свечной ключ на 16. Сейчас попробую открутить. Так она выглядит. Здесь получается болтик на 10. Обычно вот таким вороточком выкрутил. Вот такая вот катушка. Обязательно смотрим ее всю внимательно, осматриваем, чтобы не было никаких трещинок. Так она выглядит отлично. Вторая катушка также у меня уже в руках. Вот эти контакты, фишки сами довольно туго снимаются. Надо нажимать и тянуть. А здесь, видимо, пробег раз небольшой, видимо, может, ни разу вообще эти свечи не меняли. Поэтому они так и туго снимаются. Может быть, и меняли когда-то, но, во-первых, туго откручивается сам болтик на 10. Так и фишки туго снимаются. Да, здесь, видите, очень тонкие руки нужны. У меня-то рука вылазит. Одну я сюда рукой проложу, второй рукой вот здесь придерживаю. Снимать очень неудобно. Чуть-чуть толще, чем у меня руки будут. Уже будет проблематично, но мне прям вот это все дело снимать неохота. При желании, короче, подлезть можно. Четвертую катушку буду пытаться снять, открутить. Катушка у меня в руках. Погнали дальше. Свечи я заказал вот такие. Это иридиевые. Вот такой у него номер. С платиновым наконечником. Вот я одну свечку уже открыл. Вот так она выглядит. Сейчас выкручу одну свечку. Посмотрим, какие здесь установлены в автомобиле свечи. Надеюсь, что что-то подобное. Также вместе со свечками у меня вот такой ключ пришел. Не думаю, что я им справлюсь, но попробовать можно. Если не справлюсь, то вот у меня есть более радикальное решение. Давайте приступим. Будем пробовать откручивать. Ну что, ребята, открою вам страшную тайну. Никогда не покупайте такие ключи. Видите, что произошло? Сломал. А свечку не выкрутил. Даже одну. Причем еще, ладно, сломал. Еще и свечной вытащить не могу. Вот эта хрень плохо его цепляет. А там за счет резинки на свече он держится. Сейчас пойду за узкогубцами пытаться извлечь.
свечной ключ оттуда. Так что эпопея продолжается. Вот, видите, вот такие ключи покупать не надо. Они ломаются. Так что обходите их стороной. Причем, блин, ладно, сломались бы, хоть бы эти куда-то подходили бы сами. Насадки эти, блин. Такие они еще, собаки, никуда не подойдут, потому что это маленькое отверстие. Это надо еще искать специальный вороток такой. Короче, полное дерьмо. Ездил, докупил такие два удлинителя. По одному они не продавались. Пришлось два брать. Кому интересно, цена 28 злотых. Это примерно 450 рублей, 400 рублей. Зависит от того, сколько стоит сегодня рубль. Так. Блин, неудобно так. Он уже руку ударил сильно. Но первая свеча поддалась. Вот она. Красавица. Да, иридиевая свеча. Уже походила свое, он уже зазор какой большой стал. НЖК. Вот новая и старая свеча. На старой довольно большой уже зазор. Новая у меня Bosch, старая НЖК. Это я сейчас самую дальнюю свечку выкручиваю. Все, выкрутил. Вот она. Четвертая свеча. Так что вот такой вот удлинитель нужен. Ключ на 16. Даже без удлинителя можно открутить. Причем на 10 и таким вороточком с головкой. Это сами катушки. И в принципе ничего разбирать не надо. Все 4 свечи заменил. Точнее, все 4 выкрутил. 3 уже я вкрутил. Вот сейчас 4-ю выкрутил. Новую закручу. И все. В принципе, никакой сложности нету. Полчаса работы где-то. Ну что, выполняем первый пуск. После замены свечей. Все нормально. Так что можно, ничего не разбирая, менять свечи на автомобиле Honda Jazz. Зимой сильно не поменяешь свечи на холоде. Будет прохладно. Ну, здесь подземный паркинг. Здесь сколько? Плюс 10. Поэтому я вполне в комфортных условиях выполнил замену. Представляете, на улице минус 30. Вы пытаетесь завести Honda Jazz, и у вас заливают свечи. И чтобы завести потом автомобиль, необходимо эти свечи обязательно выкрутить. И вы попробуйте вот так вот помучиться. Это ладно, у меня здесь закрытый гараж, с неба ничего не падает. Здесь плюс 10, вполне комфортная температура. Ладно, там где-то что-то неудобно подлезть, но по крайней мере руки не мерзнут. А в минус 30, когда обычно срочно требуется заменить свечи, здесь будут проблемы. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Немножко позже еще покатаюсь на автомобиле, чтобы больше впечатлений о нем было, потому что он сильно отличается от предыдущих Honda Jazz. Во всем, можно сказать. Поэтому немножко позже я поделюсь своими впечатлениями. Всем спасибо. До новых встреч. Пока.